Мы посетили несколько городов северо-востока Украины и сегодня хотим рассказать о городе Короб. Вы находитесь на YouTube-канале «Автозакордон зимой и летом». И если вам интересно путешествовать вместе с нами, подписывайтесь на наш канал и кликайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мы находимся в городе Короб. Считается, что именно на этом месте находился упоминаемый в летописях XII века древний славянский город Харабор. Но после Батыева нашествия город был уничтожен и возродился под названием Короб. Короб по-украински означает карп, рыба. Есть несколько легенд о происхождении названия, но они сводятся к тому, что казак вонзил саблю в реку и вытащил ее оттуда вместе с рыбой. Максимального расцвета город достиг в первой половине XVIII века, когда здесь размещались казацкие артиллерийские части. Артиллерия – это элита войска, и на ее содержание выделялись значительные средства, часть из которых, по инициативе артиллеристов, пошла на развитие города. Короб получил магдебургское право, активно строился. Бургомистром Короба был известный украинский архитектор Максим Масципанов. В XIX веке в городе Короб было 9 православных храмов. В настоящее время действует только 3, а также сохранилась Ильинская церковь как памятник архитектуры. Феодосиевская церковь была переоборудована в Коробский региональный историко-археологический музей. Рядом с музеем находится памятный знак в честь Демьяна Многогришного. В городе Короб было несколько славных уроженцев, но, наверное, самый знаменитый из них – это человек, которого звали Демьян Игнатович, но в историю он вошел под прозвищем Многогришный. Демьян был из простой семьи, его отца звали Игнат, и во всех документах он подписывался просто как Демьян Игнатович. Прозвищем Многогришный его наградили его недоброжелатели, которые писали летописи. Демьян был полковником черниговских казаков. И когда гетманство раскололось на правобережное и левобережное, он поддержал гетмана правобережной Украины Дорошенко и вскоре стал гетманом левобережной Украины. Будучи гетманом, он заботился о развитии края, особенно своего родного города Короба, предоставил городу значительные льготы и разместил здесь артиллерийский двор, который впоследствии стал основой процветания города. Гетман Игнатович заключил с царем Алексеем Михайловичем Глуховские статьи, единственный документ, который после смерти Богдана Хмельницкого обеспечивал реальную автономию левобережной Украины в составе российского государства. Глуховские статьи существенно ограничили возможности московских наместников. Например, право сбора налогов перешло от московских воевод к казацкой старшине. Игнатович стремился защищать интересы всего населения, а не только верхушки казацкого войска, что вызвало ее недовольство, которое подогревалось царскими властями. Игнатовича обвинили в тайных переговорах с Турцией и выдали московскому царю. Многогришного отвезли в Москву, пытали, осудили на смерть, но помиловали и заменили смерть каторгой. Его выслали в Восточную Сибирь, в Иркутский, а потом в Селенгинский острог. Но когда тот острог был осажден бурятскими войсками, руководитель острога понял, что Демьян Игнатович, как наиболее подготовленный в военном отношении человек, должен возглавить оборону. В результате нападение было отбито, и дальше остаток своей жизни Демьян провел сначала как руководитель крепостных сооружений Восточной Сибири, а затем постригся в монахи. Известность ему принесло также то, что в повести Ивана Багрянова «Тигроловы» главный герой носит имя Григорий Многогришный. Это якобы потомок славного гетмана Демьяна Многогришного. Поэтому все украинские школьники знают об этом уроженце города Короб. На пути к Ильинской церкви нам также попалось здание бывшей синагоги, которое, однако, находится в полуразрушенном состоянии, с обвалившейся крышей. Подъезжаем к месту, где находятся сразу 2 церкви. Одна действующая и одна полуразрушенная. В конце XIX века в городе Короб было 9 православных церквей и синагога. Самая старая из них – это Ильинская церковь, которую мы видим. Эта церковь уникальна для левобережной Украины, потому что она была построена не просто как церковь, а как крепость-церковь.
В те годы, когда происходила вооруженная борьба между поляками, московитами, татарами, казаками, были набеги на город, и люди просто за стенами церкви прятались от нападений. В дальнейшем оно использовалось просто как церковь, но во времена советской власти в 30-е годы крепость стала разбираться. Вы видите, верх крепости просто был разобран, и, как нам сказали местные жители, она использовалась как сушка, то есть здесь сушили яблоки. В 90-е годы были попытки реставрации этой церкви. Она отмечена как памятник архитектуры, но, к сожалению, попытки реставрации прекратились, и сейчас это просто охраняемый памятник, о котором, к сожалению, никто не заботится. А прямо напротив Ильинской церкви, на другой стороне улицы, церковь Вознесения. Как видите, она в совершенно другом состоянии. Она принадлежит религиозной общине города и используется по назначению. Вознесенская церковь была построена в 1764 году на средства атамана генеральной артиллерии Петра Юркевича. В центре города, рядом с еще одной церковью, Успенской, находится аллея славы, хотя точнее ее было бы назвать аллеей памяти. Здесь установлены памятные знаки в честь жертв Голодомора. Памятник уроженцам Коропа, погибшим в Афганистане. И самые новые памятники героям Небесной Сотни. Одна из 3 действующих церквей города Коропа – Успенская церковь. Она была воздвигнута впервые в середине XVIII века, но каменные стены приобрела в конце XIX века. Строительство шло не на государственные деньги, а за счет мещан города, братьев Ставцовых, которые сделали это по завещанию своего отца. То есть тогда в городе было достаточно богатых людей, которые могли финансировать строительство такого огромного храма. Успенская церковь знаменита еще и тем, что здесь служил священник Иван Кибальчич, отец народовольца Николая Кибальчича, одного из тех, кто был повешен за убийство царя Александра II. Неподалеку от Успенской церкви находится парк имени Кибальчича. Мы стоим возле памятника уроженцу Коропа Николаю Кибальчичу. Николай Кибальчич – это гениальный ученый. Он разработал оригинальный проект пилотируемого ракетного летательного аппарата, способного совершать космический перелет. Но ему не повезло, он жил в царской России. И когда интеллигенты, такие как Кибальчич, хотели сделать страну лучше, они создали организацию «Земля и воля», чтобы просвещать население, идти в народ, нести знания. Но благодарные крестьяне предпочитали жить со своими предрассудками и сдавали таких просветителей властям. А те жестоко наказывали таких людей, как Кибальчич. За свою просветительскую деятельность Николай провел 3 года в Лукьяновской тюрьме в Киеве. В результате власти толкнули таких людей на путь террора. Поскольку демократических путей преобразования не было, организация «Земля и воля» раскололась на черный передел, который продолжал агитацию, и народную волю, которая решила, что чтобы изменить Россию к лучшему, нужно убить царя. После нескольких неудачных попыток 1 марта 1881 года царь Александр II был убит бомбой с гремучим студнем, который изобрел Кибальчич. Руководители народной воли были схвачены, большинство из них были отправлены в тюрьмы, но 5 человек, в том числе Андрей Желябов, Софья Перовская, Николай Кибальчич, были повешены. Это история о том, как гениальный человек был вынужден заниматься политической деятельностью, которая, к сожалению, не привела к должным преобразованиям. На нашем канале мы планируем и дальше рассказывать о посещенных нами местах, об их истории и об их знаменитых уроженцах. Если вам это интересно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите в комментариях то, о чем вас заставляют задуматься наши репортажи.